Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики моей рассылки «Непознанная невидимая сторона визуализации». Я думаю, что вы уже практиковали предыдущий метод, который я назвал «Спроецируйте завтрашний день», «Спланируйте завтрашний день». И думаю, у вас хорошо получилось, потому что уже есть несколько положительных, хороших отзывов с благодарностями. Ребята, все, что я вам даю, все даю для того, не для того, чтобы вы носили эти знания с собой, а для того, чтобы их тут же практиковали. Что-то получится сразу, что-то получится позже, но обязательно все получится. Сегодняшнее видео – это совет одного из моих учителей, это методика одного из моих учителей Александра Полиенко. И состоит она вот в чем. Все мы с вами живем в обществе. В той или иной мере мы общаемся с людьми. В процессе общения возникают различные эмоции. Радость, удовольствие. Но иногда бывает так, когда общение с людьми не приносит никакого удовольствия, не приносит никакой радости, потому что эти люди стараются вас оскорбить, унизить, они орут на вас, говорят о вашей некомпетентности, стараются всячески вас уязвить и так дальше. Но мы по-разному тоже реагируем на это. Кто-то реагирует, тоже начинает орать в ответ, кто-то обидится, все таит в себе внутри, а потом получает какие-то болячки, да. Но есть люди, понимаете, что есть люди, которые просто-напросто живут, подпитываются тем, что они вас оскорбляют, но мало того, если вы отреагируете, если вы начинаете орать, они этим, как ни странно, подпитываются. Есть люди, которые, если вы промолчите, но они не получат удовольствия от того, что они на вас наорали. Если вы опять им ответите той же монетой, да, тоже будете на них орать, они от этого получают удовольствие и, знаете, как подпитка какая-то вампирическая. Бывают такие ситуации, когда вас начинают воспитывать дома, когда вас начинают учить жить, когда на вас кричат, орут и прочее. Это вызывает адекватную реакцию, насколько адекватную, не знаю, соответствующую реакцию. Вы тоже начинаете, может быть, орать, кто-то начинает огрызаться, кто-то начинает в свою очередь претензии предоставлять. Ребят, это все полная ерунда, это не тот путь, которым нужно идти в таких случаях. А вы скажете, ну как же так? Меня оскорбляют, на меня орут, на меня говорят всякие плохие слова, как я могу молчать? Есть хороший, прекрасный способ, который дает Александр Полиенко. И я с вами этим способом поделюсь. Вся фишка этого способа заключается в том, что вы будете себя вести нетрадиционно, неожиданно для того человека, который на вас орет, который вас оскорбляет. Почему нетрадиционно, почему неожиданно? Потому что так реагирует очень мало людей. И я вам сегодня расскажу о том, как одержать победу, не прилагая каких-то особых усилий, как одержать победу над этими людьми. Значит, вот представьте себе такую ситуацию. Давайте возьмем один конкретный случай, потом второй. Вот вы на работе, у вас есть босс, руководитель, бригадир или кто он неизвестно. И вы понимаете, что этот человек, он очень часто предъявляет претензии к сотрудникам или просто, может быть, он не любит вас и лично к вам какие-то есть претензии. И когда в следующий раз он, либо она начнет на вас орать, вас оскорблять, сделайте следующее. Но сразу говорю, этому надо практиковать, это надо научиться, потому что сразу может не получиться. Но это стоит потренироваться и овладеть этим инструментом. Очень стоит, ребята. Так вот, если ваш руководитель начинает на вас орать, вы смотрите на него, можете даже улыбнуться и посылаете ему, представьте, как от вашей души, от вашего сердца, посылаете в это время ему любовь и говорите, мысленно проговариваете:
Бери у меня сколько хочешь, но только энергии любви. И представляете, как эта любовь идет к вам. Сбоку это со стороны может выглядеть таким образом, что он на вас орет, а вы улыбаетесь. Вы даже не представляете, как это бесит человека. Вот такого человека будет бесить. Он начнет вам говорить, что ты улыбаешься, что ты смеешься, да и так дальше. А вы в это время, тебе мало? На тебе еще больше любви, на тебе бери сколько хочешь и посылайте мысленно ему в грудную клетку, в сердце вот эту вашу любовь. И представляете, что происходит. Вы представляете, каким вы панцирем себя окрыли? Это немыслимо. Он может взбеситься и просто вылететь из кабинета. Если такое произойдет, если он отреагирует, если он еще больше взбесился, значит, эта техника сработала. Более того, когда он ушел, просто мысленно осветите его ярким серебристым белым светом. О том, как я вам говорил в одном из прошлых упражнений. Помните, это очень сильная техника. Посылайте ему любовь, когда вы его не видите, освещайте его этим светом. Знаете, что может быть? Когда вы дома, представляете этого человека, освещаете его серебристо-ярким белым светом и посылаете любовь, может произойти такой случай. На следующее утро он может перед вами либо извиниться, либо поменять отношения, либо же еще больше разозлиться и начать орать еще больше. То есть, понимаете, это все подействовало. Может вам вообще сказать, что «Да ты меня довел до того, что у меня там вчера целый вечер голова болела после тебя». Во! Это значит, что эта техника сработала. Как только он начинает опять на вас орать, опять ему посылайте любовь, можете даже улыбнуться, посылайте любовь даже тогда, когда вам хочется послать его. Послать его это проще всего, он даже, может быть, на это и рассчитывает. Но будьте мудрее. Пошлите ему любовь. На, тебе мало, так на тебе еще, у меня много этой любви, получи ее. И вы можете даже немного слегка улыбнуться и посылать ему вот сюда, в грудную клетку, вот эти любовь, яркий белый свет, можете даже осветить его при этом. Ребята, пару дней практики, вы увидите, насколько вы станете сильнее, насколько аура защитная, аура света будет над вами. Вы постепенно будете меняться, вас уже будут ваши сотрудники удивляться, как ты ему не ответил, да я бы его послал, а ты так спокойно отреагируешь. Ничего, вы себе знаете, пусть они действуют традиционно, а вы будете просветленными, вы будете знать так, как надо делать правильно. Они пусть посылают, пусть делают так, как хотят, это их не дело. Следующая ситуация. Может быть, у вас там в семье достает муж, жена, сын, дочь, там, мать, отец. Они, возможно, даже ждут, что вы поссоритесь с вами, они получают от этого удовольствие. Либо они постоянно ворчат, постоянно недовольны и так дальше. Проведите то же самое. Бери от меня сколько хочешь, но только энергию любви. И молчите, ничего не говорите, не оправдывайтесь, ни в коем случае не оправдывайтесь, не надо. Только одно. Тебе мало? На тебе еще больше любви. И представляете, как вы, любовь от вас, вот такие розовые шарики или какие летят, знаете, как вот эти бульки, которые дети пускают, мыльные. Вот представьте себе, что они летят, эта любовь от вашего сердца летит к этому человеку. Бери от меня сколько хочешь, но только энергии любви. Если начинает еще больше орать, тебе мало любви? На тебе еще любви бери. Со стороны это выглядит очень удивительно, но результаты приносит потрясающие. Я вам скажу, когда-то у меня была такая ситуация, когда там жена наехала, что-то ей не понравилось. И я вместо того, чтобы огрызнуться, вместо того, чтобы что-то там бормотать в оправдание, я посмотрел на нее и говорю, мысленно проговариваю: возьми от меня сколько хочешь, но только энергию любви. Что ты на меня смотришь так? И поехала. Потом я опять посылаю ей любовь. Но потом, когда выговорилась, успокоилась, и все нормально. А потом спрашиваю, что ты не отреагировал никак? Я говорю, отреагировал по-своему, я знаю как. То есть, вы понимаете, люди внешне не будут видеть, они понятия не будут иметь, что происходит. Вы же будете всегда на коне. Еще раз скажу, что вначале это будет даваться трудно, потому что мы, может быть, уже в силу своей привычки огрызаемся,
оправдываемся, что-то говорим. Зачем? Не делайте больше этого. Примените вот эти методы. Переведите это, как я люблю говорить, в режим игры. Во, получится. Я вам отвечаю. Попробуйте, попрактикуйте. Вы себя не узнаете. Вы просто радоваться жизни будете. Вам даже, может быть, даже некоторым из вас даже понравится, когда на вас орут, чтобы применять лишний раз эту технику. То есть вы видите, что какие вам даю нетрадиционные фишки, какие вам, по сути, я не знаю, где вы это прочитаете, может быть, где-то и прочитаете, но я сам читаю много, я смотрю различную литературу, смотрю видео, есть книги, которые читаю и беру какие-то идеи на вооружение. Данный способ я позаимствовал в Александра Пальенко, одного из моих самых любимых учителей, и этот метод, я вам скажу, работает прекрасно. Попробуйте и поделитесь со мною, что получилось, как получилось и так дальше. Но не рассчитывайте на быстрый результат. Может быть, вначале не так получится. Для всего нужна тренировка. Если вам понравилось это видео, если вы считаете его ценным, полезным, опять же я прошу вас, будьте добры, 2-3 минутки для меня. Разошлите ссылку на это видео по социальным сетям, по группам социальных сетей, в которых вы находитесь. Пусть люди тоже увидят, тоже позаимствуют эту практику. И я вам скажу, чем больше людей будет поступать таким образом, тем наш мир станет добрее, чище и светлее. Уж поверьте мне. Поэтому прошу вас просто от себя, разошлите ссылку на это видео по всем знакомым, по тем, кому считаете нужным, по группам социальных сетей. В следующий раз будет довольно таки хороший материал, довольно серьезный материал. А пока практикуйте, уже начинайте сегодня, завтра практикуйте вот этот посыл любви. Бери от меня, можешь брать от меня сколько угодно, но только энергии любви. Понятно? Так что любви вам, мира, добра, света и счастья. С вами был я, Игорь Солоневский. До следующего урока, до следующего видео. Всего доброго, пока!